Всем привет! Меня зовут Слава, обычно я делаю доспехи. Но если вы занимаетесь ковкой на ютубе и никогда не делали нож из чего-то странного, то вам не место на ютубе. Поэтому сегодня я буду делать нож из саморезов. Погнали! Железная какулина. Вроде сварилась, блин. И это, кстати, без буры, без флюса. Друзья, знакомьтесь, это Макс. Он кузнец-оружейник. Ему под силу выковать клинок из чего угодно, хоть из швейных игл, хоть из саморезов. В своих видео Макс делится кузнечными секретами и демонстрирует старинные кузнечные технологии. В общем, если вам интересно это ремесло или вы любите ножи, то я рекомендую вам его канал. Переходите по ссылке в описании и передавайте от меня привет. Кстати, именно Макс детально объяснил мне, как сделать дамасскую сталь в контейнере, за что ему отдельное спасибо. Ох, ребята, вообще-то по видео, которые на ютубе, кажется, что все очень просто, но на самом деле не просто. Хоть у меня вроде бы уже и горн есть, который греет нормально, и бура есть, которая бурит нормально, и пресс есть, который прессует нормально, но все равно что-то не то. Вроде бы тут частично есть монолитная часть, но как только я начинаю эти слои пробивать вот так вот, сбивать на торцы, у меня эта хрень расклеивается нахрен обратно. Причем в контейнере спрессовалось довольно неплохо и без буры. И при температурах, кажется, меньших, чем я работаю сейчас вот с горном и через флюс. Здесь 5 часов работы. И получил всего лишь такую маленькую часть. В общем, у меня закончились баллоны, причем 2. Только что ездил на заправку, и мне сказали следующий момент. Баллон наполовину полный. Вот, привез. А поскольку на улице холодно, то он мне не выдает просто нормального давления. Поэтому сейчас мы наш горн поставим в помещение. И теплее будет, и баллону, и мне, и вообще всем. Вот теперь должно быть очень удобно. У меня горн, пресс,
наковальня, тиски, все рядом, супер. Вот сейчас у меня пакет, кажется, не разваливается. То есть, когда я сжимаю слои вот так, раньше у меня он расслаивался. Сейчас я нормально вот так проварил. При работе вот так он остается цельным пакетом. Но мне теперь не хватает вообще-то материала. У меня нож должен быть побольше, а тут вот такая маленькая штучка. Поэтому к нему я приварю сейчас напильник. Только надо найти какой-то ненужный старый напильник. Сейчас надымлено или у меня очки запотели? Да, есть немного. Так, а что ж тут так надымлено? Это что ли из-за буры этой? Сейчас включим ее тоже. Это еще, может быть, пригодится. Вроде этот слизанный совсем. Хорошо. Второй блок работы у меня занял всего лишь 2,5 часа. То есть, первый раз я работал 5,5 часов, второй раз 2,5 часа, и работа пошла уже намного увереннее и быстрее. Возможно, потому что внутри было теплее, и горн нагревался намного быстрее. Да и пропан не подводил, и баллон выдавал необходимое давление газа так, как должен. В общем, деталь прогревалась очень хорошо, и сварка пошла намного лучше. У меня тут саморезы и напильник. И, если честно, мне не хватает материала опять. И я взял еще пластинки из 45-й стали. Из 45-й стали я как раз делаю доспехи.
Закалка прошла успешно, и меня это очень радует. Дело в том, что клинок я сделал чересчур тонким. Материала очень мало, сам клин вообще маленький. Не то, что я планировал вообще, что получилось. В общем, когда делаете клинок перед закалкой, он должен иметь толщину, иначе он может или повестись, или вообще треснуть. У меня он вроде не треснул, кстати, благодаря тому, что я сделал хороший отжиг. Положил в печку, нагрел и дал остыть медленно вместе с печкой. Тогда убираются все напряжения стали, я, наверное, уже об этом много раз говорил, и материал не имеет внутренних напряжений, ну и калится, конечно, лучше, без сюрпризов. Сейчас нужно сделать отжиг. Я это буду делать с помощью резака. Метод, скажем так, непрофессиональный и труднопрогнозируемый. Я хочу сделать так, чтобы обух у меня был более отпущенным, а режущее лезвие осталось более твердым. Поэтому прогревать я буду с задней стороны моего клина. Ну и в заключение по поводу отжига. Резаком отжигать лучше более толстые вещи и более массивные. Потому как провтыкать момент отпуска самой тонкой части очень легко. Да и вообще на глаз такие вещи лучше не делать, а завести себе хорошую электропечку, с помощью которой вы сможете выставлять просто необходимую температуру и качественно отжигать клинок. Я решил поэкспериментировать. Эксперимент, я думаю, не очень удачный, но в целом вещь не запорчена. Поэтому переходим к шлифовке и заточке. Как вы могли заметить, клинок я выводил без гриндера, то есть без плоской шлифовалки, которая предназначена для того, чтобы выводить такие плоскостя. Дело в том, что мой гриндер поломался, и мне приходилось уже выходить из положения вот таким образом. Получилось, скажем так, на троечку. Но какие-никакие грани есть, и все-таки руками и болгаркой что-то сделать можно. После наждачки я еще за кадром прошелся войлоком. И теперь клинок получил красивый зеркальный блеск. Перед началом работы я планировал вот такой дизайн, но у меня не получилось, потому что банально не хватило материала. Вот он такой маленький. И пропорции все нарушены, поэтому, в общем-то, запланирована была вот такая красивая штука, а получилась вот такая маленькая штучка. Какие можно сделать выводы? В изготовлении дамасской стали я немножечко продвинулся. Но делать ровные спуски я до сих пор не умею. Но научусь. В целом это был очень интересный опыт. В будущем я хочу научиться делать шлемы с использованием дамасской стали. Думаю, вам очень понравится. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит меня. Патронам этого канала троекратное спасибо. Всем пока!